Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней, ближайшего времени. Давайте узнаем, что же там произойдет со дня на день. Я не ставлю определенных сроков, потому что мы все разные, у каждого задачи свои. Некоторые дела тянутся, некоторые быстрее решаются. У кого-то вообще ничего не совпадает, и это тоже нормально. Но давайте переложим. Прислушаемся к себе, переложим события нашей жизни или тот вопрос, который вас беспокоит, требует решения, на те знаки, подсказки, которые нам дадут карты. И кто знает, альтернативный вариант, может, вы и найдете. У нас сейчас сентябрь, время прояснять как раз какие-то, ну, такие спорные моменты. Или нам с чем-то доведется определяться. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я написала, есть у меня статья, уже я опубликовала в сообществе события до конца сентября. Вот очень важное время, сентябрь, октябрь, ноябрь. Но именно в сентябре по части определиться и прояснить. Это как основа основ. Ладно, давайте будем смотреть, что же там у вас совпадет. Смотрю я, смотрите и вы. Никогда не знаю, что выпадет. Благополучие. И поэтому, конечно, это как возможность. А я бы сказала, когда выпадает голубь благополучия, это можно сказать, что, ну, даже если сейчас как-то сложновато или не решаются вопросы, ну, видимо, постепенно такое тоже есть, некоторые вопросы все же решатся. В целом картина благополучия, ну, значит, то, что вы делали или чем вы занимались прежде, что вы там себе надумали, с чем определились. Может быть, это и как стремление к благополучию, но все же я тут вижу больше возможностей, мои дорогие. Стоит продолжать вот именно что-то. И посмотрите, исполнение желания, корабль. Может быть, это у кого-то все же один из символов Меркурия и символ перемен. Не только исполнение желания, ну, хотя в пасьянсе именно про желание нам говорят, но это какая-то разная информация. Может быть, и придется куда-то отправиться, причем быстро так вот собраться, я такое допускаю. Как перемены от этого будут зависеть. Благополучные, кстати, вот примите к сведению. Смотрите, как исполнение желаний, следом у нас выпадает дерево, листва, ожидание само по себе. То есть, может, это новый человек какой-то или те вопросы, когда вы долго ждете, может быть, пустое ожидание, то тогда понятно, нужно, сколько ты тут не размышляй, не философствуй, время делать выводы. Но это может говорить еще и о других вещах, к примеру, когда вы хотите что-то подписать, согласовать, отправили куда-то запросы, да, например, и тогда быстро это не получится, существует регламент. Ну, даже к чиновникам за каким-то документом мы обращаемся, тоже иногда запись заранее идет, или как одну бумагу мы хотим получить, а к этой бумаге еще 5 каких-то других. То есть, ну, вот тут нужно разделять, что для вас, в принципе, есть ожидания, пустые надежды или это регламент. Но вот могут быть переживания по ожиданию. Череп — это не есть какая-то конкретика, а это наше внутреннее состояние, может быть, и напряжение, не без этого. А вот у вас еще выпадает молния, это скорое известие. Может быть, и где-то, получается, молния у нас чуть выше расположена, то есть э, какое-то известие, и, может быть, вы не знаете, как поступить, потому что очень часто это бывает, ну, собственная где-то неуверенность или нерешительность, может быть, даже и так, или получится, или не получится какой-то вопрос. Ну, мы сейчас дополним картами Таро, узнаем. В нашем пасьянсе мы можем соединять крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Поэтому смотрю, что тут у вас еще может совпасть. Откровенно не вижу вот я совпадений. Исполнение желаний есть, это уже хорошо.
и благополучия. Ну, как-то, видимо, все своим чередом идет. Может быть, вы бы хотели, кстати, вот по ожиданию, да, чтобы что-то быстрее решилось. Но тогда для кого-то из вас быстрее не получится. Опять же, может быть, тот же самый какой-то, ну, как необходимый период, когда мы должны чего-то дождаться. А для вас это знаковая какая-то дата, может быть, и так. Ладно, давайте будем смотреть на картах Таро. В чем риск, мои дорогие весы? В чем риск? Как видят это Таро? В чем риск в ближайшие дни? Понадеяться на какого-то человека, на лидера. Ну, может быть, так он и не лидер, но позиционирует себя человек именно как с лидерскими качествами. По королю жезлов это может быть конкретная персона, может быть и руководитель, кстати, который вам тоже обещает, может быть, какие-то обещания прежние, кстати, которые, ну, увы, не сбываются, здесь у каждого по-своему. Все же это не совсем тот человек, который прямо сейчас готов взять за вас ответственность, к примеру. Или это тот человек, который, ну, прямо стремится к тому, чтобы у вас как-то в порядок пришла ваша жизнь. Или, предлагая вам какой-то проект или буквально работу, рассчитывайте сами на себя. Вот в чем риск. Вам могут что-то пообещать, но все-таки король жезлов – это не тот, который будет делать сам. Это руководитель. Или это тот, который отдает приказы. Да, это такой харизматичный лидер. К нам, когда нас, точнее, сталкивает с такими персонами судьба, нам хочется внимать, слушать, верить хочется, мои дорогие, правда. Но тогда делите надвое, потому что, опять же, тут надеяться нужно на самого себя. А с чем это связано? Ну, это наше желание быть именно с этим человеком. У кого-то это может быть страстная любовь. Именно страсть. Ну да. Мы как во власти предубеждений. Искаженное восприятие. Мы видим какого-то человека как лидера. А что же на самом деле? Так в чем же риск? Оказаться в любовном треугольнике или оказаться как... Знаете, вам кто-то не говорит правды. Вам тут нужно самому добыть информацию. Причем было бы, конечно, или хочется, да, верить в лучшее, быть оптимистом. Но оптимист – это когда мы надеемся сами на себя и понимаем, что, да, мне тут самому придется быть штурманом, кормчим, ну и капитаном корабля собственной судьбы. От этого не уйдешь. А если мы где-то перекладываем на осуществление того или иного дела в надежде на другого человека, ничего из этого не получится. Здесь может быть с учетом тройки кубков, хотя это карта праздника, но все-таки не совсем под предыдущей картой нам про праздник, а про какую-то ситуацию, скорее, которую вы видите несколько однобоко. Может быть, и есть смысл рассмотреть какой-то альтернативный вариант. А с чем этот риск сопряжен? Ну да, тут посмотрите, тут и внешние события. Здесь могут быть действительно руководители даже, да, которые вам вот что-то обещают. Или была какая-то беседа, тоже что-то было обещано. Может быть, и вы уже где-то не верите. С одной стороны, нам говорят сейчас даже карты пасьянса, исполнение желаний. Может быть, и есть какое-то сотрудничество, но тогда это как-то нужно делать красиво, элегантно. Может быть, сложно договариваться. Тут ведь может быть такая ситуация, когда... Но мы как в рамках находимся. Мы не можем перепрыгнуть вот эти рамки, да, вот как словно этот забор. Кто-то из вас может думать, что да, тема мне интересна, но я сейчас не могу это осуществить. Вот этот забор мне как мешает. С одной стороны, карта говорит, это только твои предубеждения. Но то, что если ты будешь гибче, может быть мудрее, может быть и хитрее, то тогда ты сумеешь решить тему, вопрос, договориться. Нужно быть несколько настороже, потому что, правда, это как сильный мира сего, какие-то согласования с высокими чиновниками, руководителями, общение, может быть, с людьми, которые стоят несколько выше на лестнице иерархии, нежели вы, и поэтому тут и расслабиться нельзя, но и довериться-то тоже. Тут нужно держать концепцию собственных интересов и при этом
быть очень осмотрительным. Осознанность, мои дорогие, тут вам будет помогать. Да, ведь это всегда структура, порядок или как система какая-то. Мы не идем против системы, поэтому в этом уже приходится держать баланс. В чем риск? Не нарушать как бы закон, да, или будем говорить то, что принято, может быть, в вашем обществе, где вы проживаете. Вот в этом должен быть баланс. Не устраивать конфронтацию, даже если мы с чем-то не согласны. Мы тут ничего не изменим, мы только себе можем осложнить какую-то ситуацию. Вот употребите ваш баланс, мои дорогие весы, или вот вашу дипломатию на пользу самому себе. Как какое-то даже сложное дело или вопрос решить с наибольшими плюсами для самого себя или самой себя. Потому что не все однозначно. Что-то и не будет исполнено, но и в чем-то есть смысл. Вот баланс, правда. Видимо, какая-то ситуация пока еще в ближайшие дни не решится. Вот я вижу так. Но взаимодействие его тоже нельзя бросать. Вот у нас в течение сентября создается, ну, как планетарно такая конфигурация. Нам судьба возвращает какие-то прежние темы. Может быть, мы должны их привести к какому-то итогу логическому. Или какой-то вопрос разрешить окончательно. И тут будут некоторые условности, на которые мы не влияем. И как и люди, так и события в нашу жизнь возвращаются или приходят не случайно в сентябре. Будь это из прошлого или это что-то новое, значит, нам нужно как-то со всем этим правильно взаимодействовать. Мы не можем пойти дальше, уверенно, если мы пытаемся от чего-то оттолкнуться или пытаясь оттолкнуться, мы как отмахиваемся, говорим, да нет, это ерунда, а потом решится само. Тут нет, тут нам самим придется принимать решение, решиться на что-то и сделать какие-то важные выводы. Ладно, а что вас удивит, давайте узнаем. Ну, правда, башня. Э, Изменяется какой-то порядок, может быть и миропорядок. И еще один старший аркан. Внешние события, вот как в мире, может быть, многое меняется. Ну и тут у каждого по-своему, у кого-то работа, может быть, зависит даже от каких-то конфигураций, которые происходят вот именно в мире, тех вопросов, которые на более глобальном уровне решаются. И от этого зависит, может быть, и ваша работа, и финансовая составляющая. То есть сама структура сейчас претерпевает изменения. Но если вы вот вооружитесь вашей дипломатией, да, вас будет удивлять то, что как быстро все меняется. Но вы тогда более беспристрастным взглядом видите. Вы тогда не подзастрянете, понимаете? Будьте готовы к тому, что все будет меняться. Ну, не буквально глобально, все. Но какие-то основополагающие моменты. Вам, понимаете, находиться в рамках предубеждений собственных. Или, может быть, и принципы, мировоззрение придется менять. Методы в первую очередь. Не сидеть, не ждать, не ожидать. Тут какие-то мудрые решения и первые шаги пора сделать. И при этом постоянно быть осмотрительным и прозорливым. Тут реально что-то меняется вокруг вас. И это самое активное влияние оказывает на вашу жизнь, на ваше качество жизни. Но ведь прообраз башни – это тюрьма. И значит, тут эта тюрьма разрушается, что удивит. Вот то, что именно какие-то ограничения падают. Но было бы неосмотрительно с места в карьер сорваться. И это все то, что я говорила по первой карте. Ладно, а что прояснится? Давайте узнаем. У кого-то вопросы одиночества. Вот правда. Для кого-то из вас, если вы были в сольном варианте, вам, может быть, уже до зубного скрежета это одиночество надоело, и вы понимаете, что для того, чтобы мне выйти как из каких-то рамок или вот из этих ограничений, вы можете вдруг осознать и прояснить, что да нет, это я себя ограничиваю. Надо выйти навстречу судьбе и как минимум расширить свое общение, диапазон, да, контактов, чтобы новые люди дать возможность им войти в вашу жизнь. Да, быть при этом полностью осмотрительным, это точно, но по-другому одиночество не закончится. Но я бы сказала, это еще и мудрое решение, потому что отшельник – это мудрец, это философ, который идет своим путем. Но опять же старший аркан – какие-то внешние события, контакты, люди, может быть, родственники, у кого-то это ваше окружение, в принципе, оно на вас оказывает влияние, складывая
палитру событий одну какую-то единую конфигурацию, которая вас заставляет сделать важный вывод для того, чтобы идти вперед. Вот что-то такое на глобальном уровне у вас проясняется, как будто ни шагу назад. Давайте хорошо мы узнаем любовь и личная жизнь, что нам тут расскажут карты. Что случится или произойдет по части именно жизни личной, любовной истории. Итак, что же это будет? А будьте готовы куда-то собраться, буквально подпоясаться, поехать. Может быть и так. У кого-то это будут согласования важные. Возможно, мои дорогие весы, вы столкнетесь с какими-то извещениями, новостями, событиями, когда вас, ну, как ситуация может вынудить буквально как бы пересмотреть что-то, да. Но вот неожиданности все же, да, будь готов к неожиданностям, говорит эта карта. Ну, давайте мы с вами достанем еще одну карту. Может быть, это будет с конкретным человеком где-то связано. Может быть, это будет связано с тем, что что-то проясняется. Или есть смысл ждать, или нет, например, да? Какое-то точно будет известие. Посмотрите, по рыцарю жезлов это скорые тоже и неожиданные сами по себе события. Но и по пажу-то мечей, ведь все пажи это вестники. Причем вы можете изменить направление. У кого-то может касаться вопросы дома даже, все же личная жизнь, дом, да. И, возможно, если у кого-то переезд, собирались ехать в одно время, а тут, может быть, надо будет быстро как-то сориентироваться, и перенесутся сроки, вот такое, или в сторону ускорения, а у кого-то может быть и задержек, такое тоже допускаю. А тут еще и другой нюанс, когда мы вот просто само направление можем изменить. Собирались в одно место, а поедем куда-то в другое. Или собирались встретиться с человеком в одном месте, а тут как-то будет, ну, меняться. Вот есть такое по части личной жизни. С чем это связано еще? Но, по крайней мере, понимаете, вы можете сделать... Вот я вижу, тут какие-то выводы вы будете делать, это факт, по части личной жизни. Причем такие однозначно. Паш мечей, это, кстати, мы... Есть такой момент, когда мы понимаем, что в чем-то мы совершили ошибку. И прощаем себя за эти ошибки. Мы люди, мы склонны ошибаться. Ну, и сказать себе, подумаешь, 100 раз ошибся. И еще раз 150 ошибусь. Но это ж не значит, что мы в каком-то, но в таком статическом состоянии должны быть до бесконечности. Вот посмотрите, любая тройка – это карта будущего. Казалось бы, тройка мечей. Какое тут будущее? Ведь карта говорит о прежней ситуации. Но в этой колоде нам как раз показано, да, вот это будущее. Меня там уже нет. Не вспоминай мне прошлое. Я теперь другой. Или я теперь другая. Я сама как будто составила этот макет, ну, как ритуал такой, искусственного сердца. И воткнула, вонзила 3 меча. Какой-то вопрос, в нем я ставлю точку. И неважно, что тут. Вот это измятая постель. Какой-то, может быть, многократно исписанный и перечитанный дневник, разлитые чернила. Меня уже не интересует, что было прежде. Я уже ушла. Меня нет в прошлом. Я живу в настоящем. У кого-то из вас, пусть это не для всех, но вот по тройке мечей это выздоровление, и я часто говорю, здоровое равнодушие, беспристрастно. Мы видим какую-то ситуацию, и это нам помогает, знаете, не застрять в каком-то моменте, а именно реально сделать выводы, чтобы идти дальше. Вот у вас какая-то подобная конфигурация, пусть не у всех, у кого-то это будет, может быть, даже проиграется, как вот я говорила, да, ну, смещаются сроки какие-то, или, ну, может быть, и приходят неожиданности от родственников, и вам придется коррекцию в свои дела вносить. Тут вот есть что-то такое. Но и какая-то застарелая ситуация, которая у вас вызывала боль и разочарование, она уже, по сути дела, закончилась. Но, может быть, жила какое-то время в ваших мыслях и надеждах, а теперь и надежд нет. Здесь вы становитесь реалистами, вы видите картину и вот эти сладкие обещания, может быть, я говорила, да, по королю жезлов, который харизматичный лидер, может быть, и человек, когда очень хочется с ним рядом быть. А сколько ты не желая чего-то, есть ведь еще и желание второй стороны. И смысл ждать, если нет отклика, нет взаимного энергообмена. И король вот в этой
колоде, обратите внимание, показывает на карте что-то кому? Коту. Ну вот, нецелесообразность. Ладно, сфера финансов, что там для весов? По части денежек, энергия. Но не время тратить, это точно. По Луне будьте вообще внимательны. И всегда Луна, я говорю, избегайте толпы. Если мы про деньги, значит, хоть это и не карта вора, но тем не менее, это карта каких-то неопределенностей. Это карта того, что мы можем что-то и прошляпить. Слушайте интуицию, ну и буквально, если вы оказываетесь в толпе, то вам в другую сторону. Где-то это можно переложить, когда, допустим, даже на работе, да, откуда к вам приходят деньги, если вы ходите как на службу или, ну вот место работы, организация. Такое бывает еще и в организации, в коллективе, когда начинаются какие-то кулуарные конфронтации. Одно какое-то, как бы, да, общество и второе, вот делится коллектив. И вам нельзя примыкать ни к тем, ни к другим. Вам как будто между. Ведь по Луне это мы всегда между. И тут не надо себе надумывать страхов. Вон, посмотрите, кот смотрит. Я надеюсь, это видно. В пруд кот смотрит, ему там вообще уже пума какая-то кажется, мерещится, да? А на самом деле нет. Просто это период сам по себе неопределенности. Но то, что вы сейчас какую-то базу финансовую первыми шагами закладываете, это точно. Но просто здесь как исследуете непознанную землю без карты. Поэтому тут нельзя себе навредить, как я сказала, вот эта толпа или, ну, где-то самого себя беречь. Беречь и быть внимательным к сумочкам, кошелькам, к паролям аккаунтов, мои дорогие, потому что все-таки электронные системы взаиморасчета. Не переходить по непонятным ссылкам, которые в почте вашей, допустим, на e-mail, да, или там какие-то предложения непонятные, или другой иной, там, я не знаю, баннер у вас выскакивает. Берегите себя. Это касается, это серьезное предупреждение по части финансов, что-то не прошляпить. И по этой карте мы точно не достаем из кармана деньги, какую-то серьезную сумму и не говорим «возьми». Ну, наверное, не в ближайшие дни, так точно. Будьте внимательны к деньгам. Ваши планы, достижения, мои дорогие. Слушайте интуицию. Вот посмотрите, здесь истина скрывается в тени. Но и интуиция, она вам будет давать правильные подсказки. Ведь верховная жрица – это та, которая все знает. Храните молчание. Значит, идею можно украсть. Может быть, вам и придется вот так вот где-то лавировать, сидеть на двух стульях. Может быть, если вас кто-то воздел за нос, словно, да? Тройка мечей. Мы тут можем подвести какие-то итоги, но даже карта не говорит, что мы, пусть это на личную жизнь, а это на достижение, ну, где-то могут и пересекаться вопросы. Ну, тогда мы тоже не делаем каких-то окончательных заявлений. Мы тоже молчим, уходим в тень. И вам это помогает, мои дорогие, правда? Два старших аркана. Они где-то говорят, что вот как аркан Луна, выглянет солнце, все станет ясно. А аркан Жрицы говорит, тут не все возможно понять с позиции логики и здравого смысла в ближайшие дни. Но интуиция – это как подсознание, интеллект вам дает правильные подсказки. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.